Друзья, всем привет! Сегодня будет небольшой технический обзор Audi A4 в B6 кузове. Делал два видео в шортсах. Тот, кто видел, тот видел немножко. Тот, кто не видел, предлагаю послушать повнимательнее касаемо технической части этой машины. Предлагаю посмотреть, что у нас находится под капотом. Начать с мотора. Это 1.8 турбо уже второй генерации, то есть блок 0.6А, не 0.58, это без промвала. Забегая чуть-чуть вперед, у него головка стоит старообразцовая, так скажем, ADR АЕБ, ширококанальная, как в простонародье выражается, ширококанальная голова стоит. Итак, давайте начнем снизу блока. Коленвал оригинальный 1.8, то есть 86,4 ход. Поршни Висека 81,5. Но самое сильное отличие, так как мы начали говорить про низ, что у машины сухой картер. Вот можете посмотреть, здесь есть вот эти все шланги. Вот этот вот масляный, так скажем, бак, резервуар, как правильно, даже не знаю точно выразиться. В системе, по-моему, 6-7 литров. Сухой картер, для тех, кто не знает, позволяет мотор обеспечивать маслом на высоких оборотах и избежать противоотливов. То есть постоянно мотор получает масло, независимо от каких он нагрузках находится, скажем. Шатуны H-профиль по головке. Это машина клиента, то есть машина приезжала к нам на ремонт. Была произведена работа по восстановлению ГБЦ. То есть головка была повреждена как и по плоскости, так и по направляющим клапанов выпускных. Голова была кривая, ее шлифовали, меняли направляющие на выпускных клапанах, направляйки, так скажем. Были заказаны новые клапана выпускные, новые пружинки в ЦП, выпускные клапана не пустотелые, а инканель материал. Фирма клапанов Супертеч. Так, ну что мы дальше имеем? Видим, что здесь стоит достаточно крутая турбина. Это Garrett G35-900. Размер, конечно, даже не то чтобы размер, а сам ХП рейтинг, то есть то, насколько рассчитана турбина на 900 сил. Для этого мотора, мое личное мнение, что ее будет тяжело раздуть. Но здесь есть кое-что, скажу позже, что облегчит это сделать. Выхлоп, даунпайп идет на 3,5 трубе. Дальше выхлоп раздваивается и идет все по 7,6. То есть должно все хватать. Никакого скримера, просто идет с вестгейта сразу же в общую выхлопную трубу выхлоп. Так, прикольно сделано. Оригинальный коллектор, но по две форсунки на каждый цилиндр, дабы холостой ход у машины был адекватный, то есть не плавали чтобы обороты. Форсунки, которые отвечают за холостой ход, оригинальные, и которые для уже нагрузок, соответственно, они 2200 кубов, такие же самые, как у меня, кстати, должны быть, да? Так, кулер жирнющий стоит, не самый прямо толстый, но 300-680. Пайпы все кулеры идут 76-е, у меня 63-я труба, немножко спорный момент, но неважно. Тот человек, который ее делал, он делал ее под себя, значит, посчитали так нужным. Просто, мое личное мнение, что труба, как бы, вот, пожалуйста, там 3 дюйма, да, а дроссель идет сужение. Как бы, в принципе, нужно хотя бы другой
ресивер посерьезнее сварить. По мотору, в принципе, мы прошлись. Раз мы сейчас обсуждали впуск, не знаю, сможешь ли подснять. Здесь подснял, да. У машины имеется закись. Точно с клиентом я не разговаривал, какая, но, судя по всему, сухая. Хотя Фогер имеет и дополнительный вход под вторую форсунку, а значит закись может быть и со смесью бензина, то есть мокрая. Мозг машиной управляет Max Eco Race, достаточно такой уже серьезный мозг, скажем прямо. И класс Race это такой хороший. Так, по коробке. Коробка 0.2X, шестиступка от 1.8 турбо. Просто машина этого года выпуска имела конкретно пятиступку. И человек просто взял чуть-чуть от поновее годом машины, но с этого же кузова была шестиступка. Имелась такая. И поставили шестиступку, тоже от 1.8 турбо. По сцеплению классика жанра, так скажем, Sachs Racing корзина и Sachs Racing керамический бездемпферный 4-лепестковый диск сцепления. Маховик, разумеется, одномассовый. Можно чуть-чуть посмотреть ее снаружи. Эсочный бампер. Красивые 18-е диски. Машина полностью на тормозах. На передних, задних. Человек изначально строил ее не только под драг, но и погонять по кольцу. Машина имеет официальный, так скажем, полукаркас. То есть не в самый жесткий класс может поехать, но может поехать тот класс, в котором индекс уже достаточно не самый маленький и который требует вот этого каркаса безопасности. По задней части у нас прикольный бампер такой. И вот топливная система, которая должна запитывать все 8 форсунок. Наверное, выглядит вот как-то так. Должна выглядеть так вот. Спереди все по-простому. Есть такой некий дашборд возле спидометра. Салон, не считая полукаркаса, можно сказать, абсолютно стоковый. Оригинальный руль, оригинальное сиденье. Итак, вот так вот выглядит система сухого картера на 1.8 турбо. Много шлангов, много новых деталей, которые отличаются от штатных. Вот резервуар основной. Кстати, масло в сухом картере, ну, системы сухого картера в оригинале здесь сколько? 4 литра должно быть в этом моторе, а здесь 7. Здесь 7 литров масла. И вот, самым, кто внимательнее видит, вот она плита, про которую я говорил. Представьте, какое усиление она дает дополнительно мотору. Насколько сильно низ усилен. Сколько здесь? Сантиметр, пипец. Да. Что здесь еще интересного можно показать? Вот, кстати, суппорта можно посмотреть отсюда. Кстати, резину тоже не сказал. Резина
3 восьмерки Тоя. Выхлоп тоже интересный. Здесь 3,5 даунпайп идет. До сюда идет 3,5. Здесь раздваивается. 2 резонатора Siemens. Дальше 60-я труба. И банки Siemens. На правильной подвеске. Коробка, напомню, 02X шестиступка. Итак, эта машина сегодня нас покидает. Наш ремонт весь по ней сделан. В дальнейшем эта машина поедет на стенд настраиваться. То есть, кому интересно, может будет какая-то информация по ней, какая мощность выйдет. Сегодня такой получается у нас беглый технический обзор по ней. Хотя, в принципе, сильно больше о ней, наверное, рассказать-то и нечего. Со мной, в принципе, все, наверное, и сказано. Поэтому на сегодня все. Увидимся в следующем видео. Всем пока.